Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. А вы принимаете витамин D? Именно сегодня о нем мы и поговорим. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог, нутрициолог и автор книги «Счастье и гармония через осознанное питание». Витамин D – это самый важный витамин, жирорастворимый витамин, который расходуется нашим организмом в 3-4 раза быстрее, чем какие-либо другие. Этот витамин, который все чаще называют гормоном теперь уже, его открыли в 20-е, 30-е годы прошлого столетия. И, наверное, каждый даже ребенок знает о том, что витамин D дают маленьким деткам для того, чтобы у них не развивался рахит. Но вот мы, когда пребываем уже во взрослом возрасте, мы как-то забываем про этот витамин и не уделяем ему столь большого внимания. Почему? Потому что витамин D, он двух видов есть у нас, да. D2 это пищевой витамин и D3 это солнечный. И вот почему мы не уделяем так много ему внимания, потому что, кажется, вот я на солнышке, я погуляла, я хожу пешком, и я получаю этот витамин самый D. Но когда, во-первых, мы гуляем, мы всегда имеем какую-либо одежду, да, и покров нашей кожи, нашего тела всегда защищен. Потом также мы все знаем, что солнечные лучи способствуют развитию рака, и поэтому абсолютно все советуют непременно пользоваться какими-то солнцезащитными кремами. Поэтому мы опять же себя защищаем от этого витамина D. Значит, D2, пищевой витамин, он находится в таких продуктах, как вся жирная рыба. Это лосось, это форель, это сом, это скумбрия, сельдь, масло печени трески, рыбий жир. Очень много его находится также в продуктах моря и говяжьей печени. Яйцах, особенно в желтке, да, мы понимаем, деткам всегда тоже даем желточек, когда они малюсенькие еще. Грибах, в сметане, в сливочном масле. Все эти продукты нам необходимы, и, конечно же, то, что я перечислила, нашему организму этого просто-напросто недостаточно. Нам нужно поддерживать этот витамин D. Почему? Потому что он расходуется, как я уже заметила, в 3-4 раза быстрее. И 80-90% людей имеют низкий витамин D. Поэтому необходимо обязательно сдать анализы у вашего семейного врача и узнать, какой у вас уровень, для того, чтобы вы принимали нормальную дозу этого самого витамина D. Обычно мы как говорим, что где-то средний уровень от 30 это минимум до 100, но врачи берут среднюю где-то от 70 до 90 единиц, тогда мы в норме. Если же у вас 30 или еще меньше, тогда вам нужна большая доза, и опять же проконсультируйтесь с врачом, который вам скажет, сколько вам нужно добрать до нужной нормы для вашего организма. Поэтому этот анализ крови нужно сдавать хотя бы пару раз в году. В Дании этот анализ очень и очень дорогой, и врачи неохотно дают направление на этот анализ крови. И, как правило, дают его именно людям с темной кожей. Почему? Потому что у людей с темной кожей этот витамин очень быстро расходуется, в 3-4 раза быстрее, чем у светлокожих людей. Какие признаки недостачи витамина D? Это прежде всего такая, знаете, сонливость, хандра, ничего не хочется делать, апатия, депрессия, у вас ломаются ногти, у вас истончается эмаль на зубах, вы чувствуете холодное, горячее, очень контрастные вот такие вот температуру зубы ощущают, ломкие делаются у вас волосы, и опять же зубы начинают крошиться. В общем, как-то, знаете, когда недостаток витамина D, это как можно сравнить, если вы получаете какой-то мизерную, минимальный уровень зарплаты. То есть вроде как вы с голода не умираете, есть там на что-то купить, но
вместе с тем уровень жизни так себе. Хотелось бы лучшего. То же самое и с витамином D. Его нужно обязательно пополнять. И, значит, какие дозы этого витамина D необходимы? Если так в среднем, да, у человека, у которого вообще большущий недостаток этого витамина, то врачи иногда назначают большую дозу, такую как 10 тысяч единиц, а может быть даже 15 тысяч единиц в день, и в течение 3 месяцев. Потом вы сдаете анализ, опять же, сравниваете, в течение 7-6 дней вы сдаете анализ после приема вот этого курса. Сравниваете, какой у вас, добрали вы уже до нормы, или же вам еще нужно. И вам врач скажет, что в будущем делать, как много нужно. В принципе, здоровому мужчине нужно 5000 единиц в день, и не бойтесь такой цифры. Для женщины необходимо около 2000. Некоторые принимают, знаете, летом поменьше, зимой побольше. Но я рекомендую своим клиентам брать вот эти 2000 международных единиц в день и жить спокойно. Может быть передозировка, но в крайне редких случаях. Почему? Потому что он очень быстро расходуется, как я уже сказала, этот витамин, да, и не волнуйтесь, что вам будет плохо, все, но признаки я должна озвучить. То есть это бывает запоры или же наоборот диарея. Вы резко начинаете поправляться или наоборот резко начинаете терять вес. Потливость ужасная возникает у вас, вы прямо потеете сильно. Это тоже признак того, что у вас какая-то передозировка. Сухость во рту может возникнуть. Но понаблюдайте, посмотрите. И опять же подчеркну, это в крайне редких случаях может быть передозировка этого самого витамина. Вот, какие симптомы, как вы можете без анализа понять, что у вас чего-то не хватает? Настроение вот такое плохое, да, вам уже 50+, если вы больны диабетом, это группа риска, да, я рассказываю, если у вас ожирение, то это тоже вы попадаете именно в эту самую группу риска. И опять же темнокожие люди, тоже с темной кожей люди, они в группе риска. Вот. Если у вас работа связана с ночными сменами, то есть вы ночью работаете, а днем спите, то есть вы недополучаете обыкновенно солнечных лучей, да хоть каких-то, потому что вы днем спите. Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, то тоже этот самый витамин не усваивается. D-витамин – жирорастворимый витамин, который способствует прекрасной сворачиваемости крови. Он влияет на выработку инсулина, то есть регулирует сахар в крови. Также он прекрасно способствует усвоению магния, смотрите мое видео. А магний в свое время великолепно влияет на всасывание именно взаимодействие витамина D. Фосфор чудесно усваивается с помощью витамина D. Все эти витамины и минералы, они должны сотрудничать друг с другом, и поэтому нам необходимо их брать. Но запомните одну такую вещь. Это жирорастворимый витамин, который наш организм воспринимает как солнечный, то есть он нам дает бодрость, но он подавляет выработку гормона мелатонин, а наш организм воспринимает мелатонин как гормон сна. К чему я это говорю? Этот витамин D нужно принимать исключительно с едой, для того, чтобы он усвоился с жирами, да, и исключительно по утрам. Если вы будете принимать его по вечерам, ваш сон будет плохой, рваный, и он может повлиять или развить у вас бессонницу. Поэтому помните об этих вещах, которые я вам сказала, сделайте анализ и обязательно украшайте свою жизнь и улучшайте свое качество жизни этим самым витамином D, который нам так необходим, который влияет на нашу центральную нервную систему, опорно-двигательную систему. И как я уже выше перечислила, все остальные компоненты: волосы, ногти, зубы, кожа, гормональная вся система наша, щитовидная железа. Это все работает благодаря нашему витамину D. Поэтому, дорогие мои, обязательно сдайте анализ и принимайте
этот витамин на регулярной основе. Он жизненно необходим. И в следующий раз я, наверное, расскажу вам еще об одном сказочном витамине жирорастворимом, который называется К2. О нем не так все и знают, когда вы зададите такой вопрос, что это за витамин, но мы о нем поговорим. Он также очень важен для нашего организма. Спасибо, что были со мной. Спасибо за то, что вас становится у меня все больше и больше, и за то, что вы смотрите мой канал. Оставляйте свои комментарии, я буду счастлива на все их ответить. Спасибо за сегодня и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!